Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. Я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами уже с прошлого года на Бусти. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Благодаря вам мы загружаем новый интересный контент, о котором невозможно молчать, но который нельзя публиковать здесь, на YouTube-канале, по причине цензуры. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Друзья, для тех, кому неудобен Бусти, кто не хочет там регистрироваться или по определенным причинам не может этого сделать, у нас есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видеорасклады, и стоимость такая же 299 рублей в месяц, как и на Бусти. Записывайтесь, пожалуйста, через меня на закрытый телеграм-канал, я вас подключу туда. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале, друзья. У меня также есть личные расклады, обряды и обрядовые свечи, которые мы делаем из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами просьба также обращаться в личку. Также напоминаю вам о возможности поставить лайк после 30 секунды для этого видео, если видео вам действительно понравилось, для того, чтобы его увидело как можно больше подписчиков или потенциальных подписчиков. Подписывайтесь, пишите комментарии, жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе самых последних событий на канале Энергия Таро. Сегодня с нами карты Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами о непростом деле, о деле аниматоров. 28 апреля 2023 года под Краснодаром пропали двое аниматоров, организаторов праздников Кирилл Чубко и Татьяна Мастыка. Через 4 дня 37-летнего Кирилла и 19-летнюю Татьяну нашли, но, увы, лишь их бездыханные тела. Татьяну и Кирилла лишила жизни банда преступников под руководством Демьяна Кеворкяна, до этого державшего 10 лет в страхе всю округу. Сейчас преступникам до сих пор не вынесен приговор, и важно понимать, каким он будет. Каким образом жестокий преступник, я имею в виду Демьяна Кеворкяна, вышел из мест заключения свободы, хотя ему назначили срок 18 лет. Отправили ли его действительно на СВО? Был ли он на Украине? Самостоятельная ли он фигура в этом деле? И что вообще произошло с жертвами в ту для них роковую ночь? Давайте сегодня узнаем. Итак, первый вопрос, который я бы хотела задать картам. Карты, скажите нам, пожалуйста, верна ли официальная версия, что Кирилл Чубко и Татьяна Мастыка вынуждены были остановиться на дороге 28 апреля 2023 года из-за пробитого колеса? Верна ли эта информация? Верна ли официальная версия, что Кирилл Чубко и Татьяна Мастыка вынуждены были остановиться на дороге 28 апреля 2023 года именно из-за пробитого колеса? Да или нет? Карта разговоров, четверка жезлов, поговорить друг с другом. Здесь карта не говорит нам о том, что это не из-за пробитого колеса, но карта говорит из-за того, что нужно было о чем-то договориться или нужно было о чем-то поговорить. Хорошо, было ли действительно пробито колесо? Было ли у Кирилла Чубко и Татьяны Мастыка 28 апреля 2023 года действительно пробито колесо у машины? Восьмерка мечей, действительно не могли передвигаться, попали в капкан, попали в клетку, попали в неудобную, неприятную ситуацию. Вполне возможно, что пока, скажем так, они ждали, что кто-то им поможет, или они думали, что делать, они друг с другом о чем-то разговаривали, беседовали, переговаривались или что-то обсуждали. Да, действительно, колесо было пробито. А из-за чего было пробито колесо? Если да, что именно пробило колесо? Было ли это подложено специально или они случайно его пробили? Из-за чего было пробито колесо у машины Кирилла Чубко и Татьяны Мастыка 28 апреля 2023 года? Что-то подложили на дорогу специально или случайно?
Карта сила все-таки нам говорит, что было что-то подложенное специально, потому что шестерка пентаклей у нас выпадает как младший аркан. Карта сила здесь обозначает не столько силу, сколько трусость и слабость. Только слабые люди могли так поступить с другими людьми. Я имею в виду преступников, потому что преступники заранее что-то подложили на дорогу, что-то острое, то, от чего машина остановилась, от чего колесо пробило, соответственно. Карта сила здесь у нас выражает девушку, которая безумно боится мышки, сидящей у нее на запястье руки. Она всеми правдами и неправдами пытается сделать вид, что она ее не боится, но ничего с собой, к сожалению, поделать не может. И здесь карта трусости. Вроде бы мы сильные, вроде бы мы преступники, и вроде бы мы лишаем жизни людей и приносим их в жертву, скажем так, да, и, собственно говоря, забираем у них какое-то имущество, но в то же время мы трусы. Здесь это карта преступников, и это карта того, что что-то подложили на дорогу, друзья. Возможно, был какой-то острый предмет, и вполне возможно, что преступники их там уже ожидали. Хорошо, следующий вопрос. Преступники во главе с Демьяном Кеворкяном. Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян. Эти преступники заранее выжидали своих жертв неподалеку. То есть они ждали, что кто-либо проедет, не обязательно, чтобы это был Кирилл и Татьяна, да? Или они случайно оказались рядом, решив воспользоваться ситуацией. Преступники заранее выждали своих жертв неподалеку, выжидали, ждали, что кто-то проедет мимо заранее, или случайно оказались в этом месте, решив воспользоваться ситуацией. Заранее ли Демьян Кеворкян и его подельники выжидали своих жертв? Заранее ли это было? Что-то, я же говорю, что-то сыпали на дорогу, да? Карта умеренность, высыпать свои ресурсы, или высыпать, я прошу прощения, друзья, у меня небольшой расфокус, или высыпать что-то на дорогу. Карта умеренности еще старший аркан у нас, да, то есть здесь действительно преступники заранее выжидали своих жертв. Случайно ли они оказались на месте? Карта влюбленные. Здесь еще говорится о том, что часто парочки им попадались, да, влюбленные парочки, парочки, ну, то есть, чтобы было меньше людей, да, как можно меньше людей. Самое главное, чтобы меньше, чем они. Вот они втроем, и если это парочка, девушка и мужчина, то можно на них напасть, потому что один мужчина, а девушка ничего не сделает. Вот здесь вот об этом речь шла. Заранее ли, специально ли? Да, специально, и что-то было подкинуто уже до этого на дорогу, друзья. Какой у преступников был план, и был ли он вообще, или они действовали по наитию? Какой у преступников, а точнее у Демьяна Кеворкяна, Анатолия Двойникова и Арама Татасяна был план? И был ли он вообще, или они действовали по наитию? Какой у преступников Демьяна Кеворкяна, Анатолия Двойникова и Арама Татасяна в отношении Татьяны Мастыка и Кирилла Чупко был план? Был ли он вообще, или они действовали по наитию? Как пойдет? Как пойдет? Неправильно пришвартовались, неправильно что-то сделали, или что-то с машиной сделали неправильно, или следы какие-то в машине оставили. Такое ощущение, как будто транспортное средство им необходимо было, но в итоге потом машину обнаружили сожженной. Почему? Потому что они оставили, вполне возможно, там какие-то следы преступления, какие-то отпечатки, потом поняли, что от нее нужно избавляться. Заранее ли план был продуман? Да нет, вот как пойдет. Да, как карты ляжет. Такие очень ветреные, инфантильные преступники по принцессе кубков. Нет особого плана, вот как карта ляжет, так и будем действовать. Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян уже совершали нечто подобное на этой же дороге или вообще на дорогах. Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян уже совершали нечто подобное на этой же дороге или на дорогах в принципе. Было ли уже такое? Есть у них главарь в банде, да, или есть, ну, это Демьян Кеворкян как раз-таки, или есть тот, кто стоит над ними, друзья. Потому что они всего лишь пажи, а у них есть учитель, тот, кто их этому всему обучает, либо тот, кто только говорит, куда идти и что делать, скорее всего, это и есть Кеворкян, и который сам не принимает участие в процессе, потому что не хочет марать свои руки. Были ли у них еще подобные инциденты? Да, у нас выходит паж кубков, в основном это были молодые люди, как я уже сказала, влюбленные пары. Чаще всего они вот
ну, так, чтобы, вы знаете, одна девушка был парень, для того, чтобы легче было справиться с мужчиной. Были ли на дорогах? Да, были. Как раз показывают у нас дорогу, но здесь, правда, море, океан, но, тем не менее, здесь транспортное средство. Были ли у них уже такие подобные случаи? Да, были. Хорошо, а сколько всего на счету Демьяна Кеворкяна, Анатолия Двойникова, Арама Татасяна невинно убиенных людей? Сколько всего на счету? Карта белка, карта вожделения. Здесь не только невинно убиенных, но здесь еще есть моменты изнасилования, да, девушек, которых они встречали. Вот, если это была парочка, если там была девушка, обязательно был какой-то процесс, да, изнасилования. Не обязательно, но частенько. Сколько всего на счету было невинно убиенных людей? Сколько всего на счету Демьяна Кеворкяна было невинно убиенных людей? Нисколько. Карта отшельник, он отвернут от этой ситуации, он только приказывал и говорил, что делать. Это самый большой трус в этой банде, который вообще не хочет морать свои руки. Сколько всего было невинно убиенных жертв на Анатолии Двойникове? Ну, как минимум одна точно, да, светлая душа, светлая невинная душа. 19-я карта, 19-й стаж аркан Солнца, это либо ребенок, либо подросток, либо молодой человек, да, очень молодой, который не успел еще пожить, неважно, девушка или мужчина. Здесь вот об этом говорится. 19-й стаж аркан Солнца, путь к просветлению, человек должен был еще пожить на этом свете. Сколько всего невинно убиенных жертв было на счету Арама Татасяна? Не сосчитать. Девятка мечей. Да, здесь такой очень сложный персонаж, король жезлов, возможно, раньше в какой-то банде состоял, возможно, уже отсидел, да, или сидел когда-то в местах не столь отдаленных. Король жезлов здесь как сокрытие, карта сокрытия, две карты сокрытия. Здесь как не сосчитать или был в нескольких бандах, убивали все вместе. Вот здесь вот об этом речь, друзья. Так, хорошо, это выяснили. Преступников всего было сколько? Преступников все-таки всего было сколько? Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников, Арам Татасян – это все преступники, которые как раз-таки были в вечером 28 апреля 2023 года с Кириллом Чубко и Татьяной Мастыко. Это все преступники? Их было трое или больше? Преступников Демьяна Кеворкяна, Анатолия Двойникова, Арама Татасяна было всего трое, больше, меньше. Трое, больше, меньше. Кто-то за ними стоит, я же говорю, да? Колесница неправильно припаркованная колесница или кто-то рядом припарковался, стоит, следит за тем, чтобы они сделали все правильно, потому что они действуют не столько даже по наитию, не столько потому, что у них нет плана, а потому что им говорят, что им делать сверху, потому что две карты старшего аркана, преступников точно не меньше, их было чуть больше, но один вообще не участвовал никак в процессе, и его вообще не было видно. Он наблюдал как бы издалека, друзья. Карта справедливости. Здесь мы не пойдем, мы не сделаем, пока ты нам не прикажешь. Здесь такое ощущение, что есть кто-то еще. Мужская чувствуется энергия от этих карт. Следующий вопрос вот как раз-таки по поводу самостоятельные ли они фигуры или нет, да, по поводу Демьяна Кеворкяна, Анатолия Двойникова, Арама Татасяна. Итак, Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян. Самостоятельные ли фигуры или за ними кто-то стоит? Самостоятельные ли фигуры Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян? Они самостоятельные фигуры или за ними кто-то стоит? Нет, они не самостоятельные фигуры, они работают с кем-то в паре. В паре, я имею в виду, есть еще один человек, который их наискивает, но который абсолютно в другую сторону смотрит. В каком плане? Он не делает ничего, он только наблюдает, он только наискивает, наблюдает, направляет их. Карта Луна, карта сокрытия какого-то человека, которого мы с вами не видели, который прячется за ширмой и за какой-то маской, и который влияет на эту ситуацию вот с этими убийцами, который вполне возможно освободил Кеворкяна из мест заключения свободы, когда тот сел на 18 лет. Здесь вот очень интересно. Кстати, карта Луна – это женская карта.
А мне вот тогда мужчина шел, да, мужская энергия. Здесь могут быть двое, женщина и мужчина. И здесь не зря мне показали двойку пентаклей. Смотрят в разные стороны, это значит, что, возможно, вполне имеют разные гендерные предрасположенность, да, то есть и мужчина, и женщина. Вполне возможно, что стоят над этой бандой Кеворкяна, Анатолия Двойникова и Татасяна. То есть две фигуры, я вижу две энергии, женскую и мужскую, которые договорились друг с другом и которые договорились с преступниками. Карты, опишите мне, пожалуйста, события 28 апреля 2023 года, когда Кирилл и Татьяна остановились на дороге из-за пробитого колеса. Что было потом? Последовательность действий. Просто чуть-чуть раскроем картину, да? Опишите мне события 28 апреля 2023 года, когда Кирилл и Татьяна остановились на дороге из-за пробитого колеса. Что было потом? Последовательность действий. Карта четверка кубков. Интересная карта. Карта очень серьезного разговора между мужчиной и между женщиной в машине. Девочка была влюблена в Кирилла. Здесь до этого я делала расклад на них, честно признаюсь. Я сейчас просто не хочу раскрывать эту тему, не хочу задевать супругу Кирилла, да, и здесь не хочу просто об этом говорить, но вышла эта карта, и я должна ее объяснить. Убрала я вопрос, хотя он у меня был, о том, что между Татьяной и между Кириллом. Я все-таки не буду его задавать, пусть это останется тайной молодых людей, невинно убиенных, все-таки о убиенных либо плохо, либо хорошо, простите, либо ничего не говоришь, да, и здесь четверка кубков говорит о том, что девушка тянулась к мужчине, либо он ей нравился, действительно серьезно нравился, да, и между ними произошел какой-то серьезный разговор, который остался в секрете, или который оставался в секрете для супруги Кирилла, потому что Кирилл все-таки от нее отвернут в каком плане? В том плане, что он любит супругу, он любит ребенка, да, своего, и он из семьи не уйдет, потому что карта 20-го старшего аркана «Страшный суд» – выход из семьи, уход из дома. Хочу улететь из родного дома. Здесь вот об этом говорится. Здесь вот был разговор какой-то серьезный между молодыми людьми в машине. Хорошо, что было потом? Когда к ним подошли преступники, когда они увидели преступников. Что было потом? Что было потом, когда Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян уже подошли к Татьяне Мастыко и к Кириллу Чубко? Что было потом? Они сразу поняли, вот, кстати говоря, когда Кирилл звонил супруге и говорил то, что они помогут им заменить колесо, они сразу поняли, что что-то не так, что здесь что-то театральное, что-то наигранное. Им пытаются манипулировать, пытаются их как-то обмануть. Тройка мечей здесь наигранная, напускная. Это все пустое, нет на самом деле предательства. Его нет, это театральщина, показуха. Здесь они сразу поняли, что люди непростые, люди являются преступниками. За ними наблюдали какое-то определенное время. То есть какое-то определенное время они, видимо, выжидали и сидели в машине, пока вот как раз разговаривали. Вполне возможно. Наблюдали, и здесь карта тройка жезлов еще говорит, что сразу увидели, что преступники это не те, за кого себя выдают, скажем так, да. Карта 20-го старшего аркана «Страшный суд» здесь обозначает смерть, заключение, удар по голове, потеря сознания, потеря памяти или летаргический сон, или сонный паралич. 20-й старший аркан «Страшный суд». Здесь два суда вышло, обратите внимание, да, две роковые карты. Молодые люди поняли сразу, что они просто так не отстанут, эти преступники, от них, да, то есть что-то они с них поимеют сегодня, и вполне возможно, что они их убьют. Вот здесь вот об этом речь. То есть как это страшно осознавать, что молодые люди, они уже понимали, что их будут лишать жизни. И они сразу это увидели, сразу это поняли. Сразу поняли, что они не хотят на самом деле им помочь. Хотя надежда была. Но здесь вполне возможно, что 20-й старший аркан «Страшный суд» это уже после того, как заменили колесо, да, вполне возможно, и что они после этого уже поняли, то, что они не оставят их в живых. А что было после замены колеса, друзья? Давайте посмотрим, что было после замены колеса. Что было с Татьяной Мастыко и Кириллом Чубко после замены колеса? Что было потом? Последовательность действий. Что было после замены колеса? Ну все, да, башни, их либо забрали, как в заложники взяли, и люди действительно понимали то, что их сейчас не оставят в живых.
Башня, неправильно припарковались, неправильно пришвартовались, зря мы здесь остановились. Здесь вот, ну, здесь об этом речь. И здесь женщина почему-то первая поняла. Вот девушка первая поняла, да. Девушка первая поняла, что здесь что-то не так. И девушка как одна осталась, как будто бы, что ли, друзья мои. И девушка могла позвать на помощь на самом деле, но девушка этого не сделала, потому что поняла слишком поздно. Девушка поняла первая, но поняла слишком поздно. Осталась одна, могла позвать на помощь, но сама себя сгубила тем самым, тем, что не пошла звать на помощь. Вот здесь вот об этом речь, друзья. Да, прозрела, карта прозрения. Прозрела, но прозрела слишком поздно. Что произошло? Почему-то как она одна стоит. Я не вижу их двоих. То ли они уехали деньги снимать с карты, да, то ли они куда-то поехали. Ну, я так понимаю, что они с Кириллом куда-то поехали. Я всей истории, к сожалению, не знаю. Я всего, вот, честно вам скажу, не читала. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто знаю конкретные какие-то события, и мы с вами сейчас на картах выясняем, да, либо нет. Я вам тут не раскрываю какую-то новую картину, мы просто выясняем, так ли это было или не так ли это было. Девушка осталась одна, могла уйти, но что-то ее остановило. Кто участвовал в физической расправе над Кириллом Чубко из троих мужчин? Кто участвовал в физической расправе над Кириллом Чубко из троих мужчин? Кто участвовал в физической расправе над Кириллом Чубко? Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников или Арам Татасян? Этот ничего не делает, как обычно, все только с его подачи происходит. Я про Демьяна Кеворкяна говорю, да. Здесь с его подачи только мысли, чувства, действий нет никаких. Лишил ли жизни Кирилла Чубко Анатолий Двойников? Тоже нет, принцесса мечей, как наблюдатель. Наблюдатель или схватил его, схватил, связывает. Вот схватил, связывает, это он делал. Но не лишил жизни. Лишил ли жизни Кирилла Чубко Арам Татасян? Вот здесь карта звезда вышла, да. Арам Татасян здесь дарит друг другу надежды, либо что-то делает, какое-то действие выполняет, да, друг для друга. Потому что Кирилл, вполне возможно, пытался ему ответить как-то, или пытался остановить его. Карта звезда – это старший аркан. Арам Татасян, как раз-таки он лишил жизни Кирилла Чубко. Мысли, чувства, действия Кирилла Чубко, когда тот понял, что эти мужчины на самом деле преступники. Мысли, чувства, действия Кирилла Чубко на момент, когда он понял, что эти мужчины на самом деле преступники. Мысли Кирилла Чубко, чувства и действия. Действовал ли он как-то, о чем он думал? Мысли. Это неправильно, такого не должно быть. Это сюр. Со мной это не должно было произойти. Двойка мечей, неправильная карта, где девушки стоят под проливным дождем. У них есть зонт, но почему-то им они не воспользовались. Они стоят и мокнут. Сюрреалистичность картины. Что-то неправильное это не должно. Этого не должно было быть, этого не должно было произойти. Его чувства Кирилла Чубко, прозрение, слишком поздно понял, слишком поздно прозрел и слишком поздно догадался до каких-то определенных моментов и вещей. И он себя за это корил. Имеется в виду с преступниками. Ну, знал же, что они какие-то не те, знал же, что они какие-то неправильные, знал, что они, возможно, желают нам зла, но почему-то вот поехал с ними, почему-то согласился на их помощь. Да? И действия. Туз жезлов действовать не мог, потому что, вы знаете, как в груди жжет. Либо в грудь как-то ножом, да, ему воткнули, потому что здесь как острая боль, либо в груди жжет. Действовать не могу, потому что либо связан, либо что-то жжет в груди, либо что-то очень сильно заболело, либо как-то дали по грудине очень сильно. Так что не могу, отдышаться не могу. Здесь не могу действовать, потому что нет таких полномочий, скажем так, да, к действию. Туз жезлов – это вообще единица. Это карта, которая только смотрит, только наблюдает именно в этой колоде, но никаких действий не предпринимает. Почему? Потому что есть какие-то определенные моменты, аспекты, которые не дают этого сделать. Здесь вот об этом речь. Хорошо. Кто участвовал в физической расправе над Татьяной Мастыко? Друзья, все вопросы, то, что я задаю сейчас, это ваши вопросы. Если вдруг у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях именно по этому вопросу. Мы сделаем короткие видео, которые я публикую на канале по вашим вопросам. Кто участвовал в физической расправе над Татьяной Мастыко из троих мужчин?
Кто участвовал в физической расправе над Татьяной Мастыко из троих мужчин? Это был Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников или Арам Татасян. Кто участвовал? Демьян Кеворкян, понравилась ему девушка, карта вожделения, понравилась девушка, как хотел изнасиловать, но не стал этого делать. Я не вижу здесь изнасилования, я вижу здесь просто то, что вот он ее трогал за какие-то причинные места, скажем так, да, вы уж меня простите за подробности. Но здесь опять карта труса, карта человека, который не предпринимает никаких действий, и даже в отношении девушки он не посмел как-то зайти дальше положенного. Анатолий Двойников, карты Солнца, и Арам Татасян. Вот здесь Анатолий Двойников расправился с девушкой, и на его как раз-таки счету невинная душа. Помните, мы спрашивали, сколько невинных душ на Анатолии Двойникове, на Демьяне Кеворкяне и на Араме Татасяне выходила как раз карта Солнца 19-го старшего аркана. Это и есть невинная душа, которая должна была прожить еще какое-то определенное время. И Анатолий Двойников избавился от Татьяны Мастыко. Мысли, чувства, действия Татьяны на момент, когда она поняла, что это преступники настоящие. Мысли, чувства, действия Татьяны на момент, когда она поняла, что это настоящие преступники. Мысли, чувства, действия Татьяны Мастыко, когда она поняла, что это настоящие преступники. Ее мысли, она хотела что-то предпринять. Вот когда она поняла, они приехали обратно. Я так понимаю, что они обратно приехали, она хотела что-то предпринять, как-то улизнуть, возможно, или как-то попытаться договориться. То есть здесь она пытается что-то сделать. Не просто мыслит, а именно пытается. Это даже мысли и действия, я бы сказала. Чувства Татьяны Мастыко. Королева кубков думала о какой-то женщине, либо о маме, либо о сестре, либо о себе любимой, да, то, что ты не прожила так мало, такого не может быть, да, то есть либо себя любила очень и хотела для себя лучшей жизни, и хотела прожить долгую счастливую жизнь, либо думала о какой-то женщине, любимой, красивой, маме, сестре, какой-то родственнице, да, которая испытывала хорошие теплые чувства. И именно почему-то вот чувство вот в этот момент, да, когда она поняла, что преступники сейчас лишат их жизни, она вот именно про эту женщину думала. И действия Татьяны. Ну, здесь действие сила равно трусость. Мы говорили уже об этой карте. Здесь в каком-то из своих раскладов я тоже говорила об этой карте. Здесь карта силы переплетается с трусостью. Здесь девушка очень сильно боится мышки, которая сидит у нее на запястье. Мышка никак не уходит, а девушка все пытается совладать со своим страхом. Она очень сильно боится мышей. И вроде бы я хочу что-то предпринять, но скована. Я не могу ничего сделать, потому что мышка вроде и трусливая, и маленькая, она сама меня боится, но я боюсь ее больше. И предпринимать я не в силах что-то. В конце концов, просто потому что я девушка, да? Планировали ли вообще изначально избавляться от жертв? У меня такой вопрос. Планировали ли Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян изначально избавляться от Татьяны Мастыко и от Кирилла Чубкова? Когда они их увидели, когда подошли к ним, знали ли заранее, что они их убьют? Планировали ли изначально Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян избавиться от Татьяны Мастыко и от Кирилла Чубкова? Планировали ли или нет? Да, туз пентаклей. Нужно заканчивать и завершать все дела до конца. Они заранее знали то, что они принесут их в жертву. Да? Жертва – это повешенные, это состояние фиктивности. Это перерождение еще в том числе, вот именно по этой карте, именно в этой колоде. Туз пентаклей – это дела, завершаем до конца, идем до конца. Заранее знали, у них хоть плана особого как такового не было, но они заранее понимали то, что они их лишат жизни. Почему сожгли машину? Почему Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян сожгли машину аниматоров? Почему Демьян Кеворкян, Анатолий Двойников и Арам Татасян сожгли машину аниматоров?
что-то спрятали, да, там что-то там было, карта повешенной, другой же повешенный вышел, как что-то спрятать в ракушку, для того, чтобы не поняли, не узнали, не заподозрили, отпечатки пальцев, еще какие-то следы преступлений, биологические материалы, может быть, были оставлены, да, какие-либо еще, они решили сжечь, хотя изначально по повешенному, да, карта, изначально они этого не планировали, все-таки у нас здесь кит немножко высовывает, показывает свой хвостик, вроде как не планировали, вроде как нужна была машина как средство передвижения, но вроде потом поняли, что ее лучше сжечь. Могли ли вообще спастись Татьяна и Кирилл? По судьбе ли их смерти? Ну, как мы видели, да, то, что Татьяна, она должна была прожить еще, она могла спастись, поэтому она и осталась одна, собственно говоря, на дороге. Я так понимаю, что она осталась одна, потому что вот этого момента, вот этого кусочка я не знаю, когда они были вместе с Кириллом, Татьяну оставили одну. Было такое, не было такое, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но она как-то могла уйти, это был ее шанс, но она сама им не воспользовалась. Могли ли спастись Татьяна и Кирилл? Могли ли спастись Татьяна Мастыка и Кирилл Чубко? Могли ли спастись? Да, Татьяна могла спастись. Как я уже сказала, паж жезлов – это человек, который подбирает ключик к замочку в сложной ситуации и легко из нее выходит. Карта шута, карта легкости здесь. Мог ли спастись Кирилл? Вот, к сожалению, Кириллу было по судьбе, да, если бы что-то с ним не случилось в этот раз, то с ним бы что-то случилось обязательно в ближайшем скором будущем. Это была бы какая-то болезнь. Карта учителя, карта сокрытия, карта ворона и карта болезни еще здесь, да, по-другому может обозначать болезнь. Карта 15-го старшего аркана дьявола, есть какие-то привязки кармические, есть непроработанные кармические задачи, которые все перешли ему в другую жизнь. Тут хоть и старший аркан выпал, да, но карта учителя говорит, нужно учиться на своих ошибках. И нужно свои кармические задачи снова проработать, но уже в другой жизни. Почему осужденного на 18 лет Кеворкяна отпустили по УДО? Его действительно отправили на СВО. Почему осужденного на 18 лет Демьяна Кеворкяна отпустили по УДО? Его действительно отправили на СВО, на Украину. Кеворкян действительно был на Украине. Тянуть одеяло на себя. Кто-то прикрывает его. Кто-то его прикрывает, друзья. Этого человека не видно. Я же говорю, опять вот женская энергия идет. Женщина. Там и мужчина тоже есть. Но мужчине он не так симпатичен, я имею в виду Кеворкян, как женщина его. Но женщина какая-то непростая. И не было его на Украине, этого товарища. Я хочу сказать вот что. Ему просто как фарт, ему везет. Колесо фортуны от Луны, от некой женщины, которая его оберегает, тянет одеяло на себя. Здесь еще можно говорить о том, что как-то переиначивает факты в своей жизни. Умеренность слития своих ресурсов, своих чувств, своих эмоций на этого человека. Женщина сливает свои ресурсы на Демьяна Кеворкяна. Какая-то женщина за ним стоит, непростая, друзья. Которой он, кстати, делает больно, тяжело, но почему-то она все равно с ним как-то вот взаимодействует. Я не понимаю, что это за женщина. Не обязательно это любовь всей его жизни и так далее. Да? Возможно, это какая-то родственница, которая действительно его любит и под покровительством которой он находится. А здесь вот такая история. Не был он на СВО, не был он на Украине, но здесь какая-то женщина помогла ему выбраться из мест заточения. Вполне возможно, что, может быть, она там работает, кто его знает. А давайте вообще посмотрим характеристику личности Демьяна Кеворкяна. Характеристика личности Демьяна Кеворкяна. Характеристика личности Демьяна Кеворкяна. Два младших аркана вышло. Двойка пентаклей, шестерка пентаклей. Двойка пентаклей может обозначать резкую смену, частую смену настроения. Двойка пентаклей может говорить о двойственном знаке зодиака, рыбы, весы, близнецы, но не обязательно. Может быть, просто человека штормить, и у человека может быть раздвоение личности и психопатические расстройства. Шестерка пентаклей слишком много пуха на себя накидывает, очень любит себя, бред величия или синдром Бога по-другому. Нарциссическое расстройство личности здесь тоже присутствует, друзья. Два младших аркана. Человек самостоятельно не управляет своей судьбой, либо не самостоятельный вовсе, труслив, не берет ответственность на себя, очень циничен, думает то, что ему все должны. Интересная характеристика личности. Интересно, что именно эти два младших аркана выпали на Демьяна Кеворкяна.
Самое главное, какой вердикт для Демьяна Киваркяна вынесет суд? Посадит ли его? Какой вердикт для Демьяна Киваркяна вынесет суд? Ведь он всем говорит, что он невиновен. Какой вердикт для Демьяна Киваркяна вынесет суд по делу аниматоров? Какой вердикт для Демьяна Киваркяна вынесет суд по делу аниматоров? Интересно, что у меня так карты просто выпрыгнули из рук. Сейчас посмотрим, сколько их. Ты лучший, интересно. Наш суд самый гуманный суд в мире. Еще одну карту. Долго-долго здесь будет тянуться этот процесс, хочу сказать, по Луне, да? И по Луне такое ощущение, что его либо как условно, да, условно ему дадут, либо не увидят в его деле вообще то, что он виновен. Тут такое ощущение, что и не хочется его вроде отпускать, и вроде нужно отпустить. Карта «Ты лучший», то есть он как избежит наказания какого-то, понимаете, всадник кубков остался чистым, остался не при делах, восьмерка пентаклей далеко пойдет. Принцесса кубков отпустили. Карта Луна, здесь в этой карте можно сказать, что опять, да, женщина как-то о нем позаботится, или женщина как-то поможет ему, чтобы он вышел, или ему дадут какой-то очень маленький срок, друзья, или срок, после которого его снова выпустят по УДО. Здесь что-то будет нечестно, очень нечестно и неправильно. Либо маленький срок, либо срок дадут вообще просто как условный, либо его выпустят по УДО практически сразу же, и долго, очень долго будет тянуться вся эта процессия. То есть какой вердикт вынесут? Тут не будет 25 лет, пожизненного срока и так далее. Да, я здесь этого не вижу. Я вижу, что его не хотят отпускать, но не могут ему никаких доказательств. То есть нет никаких доказательств. Он чист. Нет никаких доказательств того, что он участвовал в этом. Тем более он там никого не убивал. Знаете, вот здесь он получит сколько-то, но он выйдет после этого. Даже если ему дадут 10 лет, то он выйдет практически сразу же по УДО и как-то, вы знаете, вот такими вот обходными путями. А накажут ли его как-то за его злодеяния? То есть вообще понесет ли он какое-то наказание за свои злодеяния? Понесет ли Демьян Киваркян наказание какое-либо в этой жизни, пусть не тюремный срок, а понесет ли Демьян Киваркян какое-либо наказание за свои злодеяния? Понесет ли он наказание? Неприятным сюрпризом для него будет человек с ребенком, либо ребенок, либо подросток какой-то. Паш мечей – это подросток, очень умный, который нападет на труса. То есть на него могут напасть, его могут убить, друзья. Карта повешенной здесь, как я вам уже говорила, именно здесь, в этой колоде, как карта перерождения, заново рождения, карта смерти. Здесь также может обозначать смерть, да? Что девятка мечей и повешенный здесь – это стагнация, это смерть. И неприятный сюрприз для человека. То есть его могут наказать здесь, в этой жизни. Причем паш мечей – это человек маленький, то есть либо маленького роста, либо подросток, который, в отличие от него труса, имеет определенную силу, и который может его просто, паш мечей, либо заколоть, либо, такой же смертью он может умереть, какой вот умерли как раз-таки аниматоры, да, и его могут наказать именно в жизни, а не там, не в местах заключения свободы. Посадят ли подельников и какой срок дадут? Посадят ли подельников Демьяна Киваркяна за дело аниматоров и какой срок им дадут? Посадят ли подельников по делу аниматоров, подельников Демьяна Киваркяна, какой срок дадут? Император один у меня вышел. Посадят ли подельников? Посадят, но у меня здесь выходит, что одного. Тут такое ощущение, что вот двое по разные баррикады, их двое, два человека, один император, одного императора посадят. То ли не смогут договориться, да, тут как невозможность договориться за этого человека. И его, собственно говоря, клетку откроют, его посадят, этого императора. Какой-то император, то ли он самый старший из них, поэтому император, да, то ли он имеет семью, жену, детей, но восьмерка мечей показывает, что его посадят. А надолго ли? Надолго ли посадят этого императора?
Надолго ли посадят этого императора? Двойка жезлов. Да нет. Тут кто-то за него как вступится, или кто-то как уже вступился когда-то за него, почему-то здесь мне показывают. Тут какой-то мужчина, за него кто-то уже вступился с верхушки. Наверху кто-то приказал его не сажать. Что это такое? Почему так? Вот либо Анатолий Двойников, либо Арам Татасян, вот кто-то из них, как его уже обвинили, его хотели посадить, но его приказали как отпустить, что ли. Карта Солнца. Карта Солнца – это просветленный человек, либо человек из власти. Человек из верхушки приказывает, что делать, и те люди слушаются его. Здесь не будет должного наказания для преступников, друзья. Здесь, если их посадят, их либо выпустят по УДО, либо посадят на какой-то маленький срок, либо дадут условный срок. Здесь одного как будто бы уже то ли выпустили, то ли избавили от наказания от какого-то. Здесь вот об этом речь. Супруга Кирилла Чубко, Дарья Чубко, как на самом деле перенесла потерю супруга? Был такой вопрос, друзья. Задаю его не от себя. Супруга Кирилла Чубко, Дарья Чубко, как пережила потерю супруга? Как Дарья Чубко пережила потерю супруга? Карта воспоминаний. Карта воспоминаний, карта, конечно же, снится, очень часто снится. Очень часто снится, она его где-то наблюдает, либо фотографии постоянно рассматривает, да, либо часто снится, как пережила тяжелая потеря. 20-й стаж аркан Страшный суд, тяжелая потеря, но как вера в то, что встретится в следующей жизни. Вера в то, что встретится когда-нибудь. Сигнификатор Дарьи Чубко сейчас. Что она сейчас чувствует, что сейчас ощущает. Сигнификатор Дарьи Чубко сейчас. Что чувствует, что сейчас ощущает супруга Кирилла Чубко. Сигнификатор Дарьи Чубко сейчас. Карта Код. Карта Код – это карта сокрытия, либо что-то скрывает, не договаривает, да, до конца. Вот здесь сигнификатор что-то знает про дело, но что-то не договаривает до конца. Вот что-то ей было известно. На что она говорила нет, такого быть не может. Здесь вот сигнификатор сокрытия, до сих пор я об этом сокрытии думаю, зачем я не сказала или никому никогда не скажу. И вот почему-то здесь в мыслях вот этот черный код, вот этот обман, вот эти недоговоры, вот они как черные мысли распространяются по ее подсознанию. Сигнификатор чувствует, она сейчас себя неважно. Как в плане здоровья, здесь код может говорить о здоровье, да, неважно ей здоровье. Так и в плане мыслей, вот как какие-то черные мысли закрадываются, лезут в голову, хотя она об этом никому старается не говорить. Я выше этого, она говорит. Где сейчас душа Кирилла и Татьяны? Последний вопрос, друзья. Где сейчас душа Кирилла и Татьяны? Где сейчас душа Кирилла Чубко и Татьяны Мастыка? Астрал, астрал. Карта звезда и карта луна. В астральной проекции скоро будет перерождение. Скорое перерождение, потому что девочка не должна была погибнуть в этот раз. У нее есть шанс, ей дают надежду, ей дают веру, ей дают шанс переродиться как можно быстрее. Душа Кирилла в астральной проекции, ему сейчас не очень хорошо. Те, кто молится за Кирилла, пусть помолится, да, потому что душа его вот прям, она очень тяжело уходит из этого мира, потому что она не там, не здесь, как астральная проекция, поэтому часто приходит во снах Дарьи Чубко, поэтому часто в каких-то не очень хороших снах, каких-то не очень хороших проекциях приходит из-за того, что ему тяжело там. Душа Татьяны должна переродиться очень скоро. Друзья мои, это были все вопросы про дело аниматоров. Пожалуйста, если вдруг чем-то обидела, да, если вдруг что-то сказала не так, прошу меня простить, это карты. Мы с вами здесь находимся на все-таки больше развлекательном, вопросительном контенте, да, рассматриваем дело с точки зрения карт. Пожалуйста, пишите свои вопросы, сделаю шорт-видео по этому делу, по делу аниматоров. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска. Также у меня есть обучение на картах Таро, к которому вы также можете обратиться ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. А я вас очень люблю и до новых встреч!